Всем огромный привет! Сегодня в видео я хочу показать, как я связала вот такую вот шапочку узором звездочки. Это очень красивая модная шапочка. Вязание получается плотное, и из-за этого шапка очень теплая. Шапка совсем не давит на голову. Вязание такое же самое, как я вязала снуд в своем предыдущем видео. Узором звездочки. Только на этот раз здесь звездочки большие. Вы видите разницу между звездочками. Звездочки вяжутся абсолютно одинаково. Самое главное, чтобы, когда вы провязываете, не стягивать пышные столбики. Еще мне очень помогло, это то, что я взяла большой крючок 4 мм. Им очень удобно управлять и вытягивать пышные столбики. Шапка очень красивая, модная. Сейчас очень много людей, которые вяжут такие шапочки, смешивая пряжу, добавляя пушистую, и тогда очень красиво смотрятся вот эти вот звездочки. Честно, на такую вот шапочку я думала уйдет много пряжи, но у меня осталось еще где-то по пол моточка. Все зависит от того, как вы провязываете. Вязала я шапочку так же само, как и здесь звездочки. В видео я расскажу, как я вязала вот эту вот шапочку. Какие расчеты я использовала? Я сантиметровой лентой измерила объем головы. Объем головы 57 сантиметров. 57 сантиметров разделила на число π 3,14. 57 разделить на 3,14 равно 18,1. Берем число 18, то есть 18 сантиметров. Это тот диаметр, который у нас должен получиться, чтобы шапка подошла на объем головы 57 сантиметров. Вязать буду пряжей фирмы Картапу Кристалл. Здесь в 100 граммах 450 метров. Это 100% акриловая пряжа. Цвет серый. А также пряжа Alizés Seamless Soul в 100 граммах 460 метров. Крючок 4 мм. Я нарисовала вот такую вот схемку и буду по ней вязать. Эта схемка стандартная для правшей. Здесь вязание справа налево. Так как я левша и провязываю слева направо, но от этого схемка не меняется. Первое провязываем скользящую петлю или, как еще называют, кольцо амигуруми. Далее в кольцо провязывать нужно будет 8 парных пышных столбиков. Их можно провязать также 7 или 6, в зависимости от того, кому вы вяжете. Ребенку хватит и 6 пышных столбиков. Я буду провязывать 8 парных пышных столбиков кольцом. Это первый ряд. Во втором ряду я буду провязывать прибавки. И прибавками у меня будут парные пышные столбики. Основной узор это 3 пышных столбика с общей вершиной, а 2 пышных столбика с общей вершиной это будут прибавки. Для этого нам в помощь пригодятся маркеры. Их также нужно будет 8. Если вы провязываете 8 парных пышных столбиков в первом ряду. Если 7 или 6, тогда вам понадобится 7 или 6 маркеров. Маркерами буду делать отметочки в тех местах, где буду провязывать прибавку. Будет чередование. 2 пышных столбика с общей вершиной, 3 пышных столбика с общей вершиной, 2 пышных столбика, 3 пышных столбика, 2, 3. И так буду провязывать до конца ряда. В третьем ряду буду делать прибавку уже через 2 элемента, 3 пышных столбика с общей вершиной. Далее 2 пышных столбика с общей вершиной. Если вы хоть раз провязывали круг простыми столбиками без накида, тогда вы знаете, что в кольцо провязываете определенное количество. Далее во втором ряду вы делаете прибавку через одну петелечку, в третьем ряду через 2 петелечки, в четвертом ряду через 3 петелечки, в пятом ряду через 4 петелечки и так далее. Так же само и здесь. Во втором ряду прибавка через 1, в третьем ряду прибавка через 2 элемента, 3 пышных столбика с общей вершиной, в третьем ряду прибавка через 3 элемента, 3 пышных столбика с общей вершиной. Далее прибавка. Прибавка это 2 пышных столбика с общей вершиной. Теперь приступим к вязанию. Делаю скользящую петлю, придерживая край пряжи, обматывая вокруг пальца и придерживая мизинцем и безымянным пальцем.
пропускаю крючок, захватываю рабочую петлю и вытаскиваю. Провязываю воздушную петлю. Вытаскиваю палец. Теперь в это кольцо я буду провязывать пышные столбики. Делаю пышный столбик, вытягиваю петелечку до нужной нам длины. Так, я вытягиваю петелечку на 2,5 сантиметра, чуть больше 2,5 сантиметров. Буду провязывать 3 накида и 3 вытягивания, так само, как и в видео, где провязывала снуд узором звездочки. Первый накид, первый вам совет: придерживайте пальцем тот накид, который вы будете провязывать, чтобы не было стягивания петель. Придерживайте, пропускаете крючок в кольцо, вытягиваете рабочую нить. Делаете второй накид, придерживаете пальцем, пропускаете крючок, захватываете рабочую нить, выводите. Если не придерживать пальцем, тогда будет стягивание петель. Вот смотрите. Тогда вам будет трудно вытянуть петелечку на нужную вам длину. Делаете третий накид и третье вытягивание петель. Придерживаете край рабочей нити, захватываете ее. Чтобы хорошо пропустить крючок через те петелечки на крючке, вам нужно будет этот вот носик опустить полностью вниз. И тогда вы сможете легко и просто вытянуть крючок через все петелечки на крючке. Где придерживала пальцем, сюда пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу. Здесь можно отпускать уже палец и провязываю как столбик без накида, соединяя все вместе. Первый пышный столбик готов. Здесь я точками и вот такими стрелочками указала, где я буду переходить на следующий ряд. Первый пышный столбик провязала. Далее я буду провязывать 2 пышных столбика с общей вершиной. И так буду провязывать их 7 штук, 2 пышных столбика с общей вершиной. Последний я провяжу один пышный столбик, соединив вот с этим первым пышным столбиком одним. И получится 8-я пара пышных столбиков с общей вершиной. Провязываю 2 пышных столбика с общей вершиной. Провязываю воздушную петлю. И немножко петелечку эту воздушную стягиваю. И вытаскиваю петелечку до нужной нам длины. Делаю накид, придерживаю пальцем. Крючок буду пропускать не в воздушную петлю, а вот эту вот дырочку сюда. Также 3 накида и 3 вытягивания. Второй накид. Третий накид. Теперь провязывать буду второй пышный столбик в кольцо. Делаю накид, придерживая здесь пальцем. Пропускаю крючок в кольцо, захватываю рабочую нить, вытаскиваю. Делаю второй накид, придерживая пальцем. Сюда же пропускаю крючок, вытаскиваю петелечку. И третий накид. И третье вытаскивание. Придерживаю край рабочей нити вот в этом месте. Захватываю рабочую нить. Пропускать буду крючок через все петелечки на крючке. Так же само вот этот вот носик опускаю вниз и вытаскиваю. Здесь, где придерживала, сюда пропускаю крючок и захватываю, вывожу рабочую нить. Провязываю все вместе, как столбик без накида. 2 пышных столбика с общей вершиной готовы. Так же само буду провязывать и остальные. Воздушная петля, немножечко вот так стягиваю петелечку,
вытаскиваю, делаю первый накид, пропускаю петелечку не в воздушную петлю, а вот эту вот дырочку, вытаскиваю петелечку, второй накид, вытаскиваю петелечку и третий накид. Не забываем придерживать пальцем петелечки, которые на крючке, чтобы вытянутые петли были на одинаковом уровне. Второй пышный столбик провязываю в кольцо. Делаю накид, также придерживаю, пропускаю крючок в кольцо, вытаскиваю петелечку, делаю второй накид, придерживаю, пропускаю крючок, вытаскиваю, третий накид, так же само. Теперь придерживаю пальцем край рабочей нити. Здесь на углу, где петелечки, и сразу вот эту вот рабочую нить придерживаю. Делаю накид, пропускаю крючок через все петелечки на крючке. И точно так же носик крючка не должен быть вверху в стороне, он должен быть внизу. Тогда он не зацепится на те петелечки, которые на крючке. Пропускаю крючок, вытаскиваю. Здесь, где придерживала, сюда пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу, опускаю палец и провязываю все вместе, как столбик без накида. Я провязала 2 пары пышных столбиков с общей вершиной. Вот 2 пышных столбика с общей вершиной провязала. Нам нужно будет еще провязать 5 пар пышных столбиков с общей вершиной. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю третью пару пышных столбиков. Воздушная петля. Немножко вот так вот стягиваем петелечку. Вытягиваем до нужной нам длины. Первый накид придерживаем пальцем. Второй накид. Третий накид. Провязываю второй пышный столбик в кольцо. Сделала накид, придерживаю пальцем. Вытягиваю петелечку. Второй накид. Вытягиваю петелечку. Третий накид. Вытягиваю петелечку. Придерживаю край рабочей нити. Захватываю ее. Пропускаю через все петелечки на крючке. И вот где придерживала, пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу, соединяю все вместе. Третью пару провязала, провязываю четвертую, воздушная петля, стягиваю, вытаскиваю петелечку, первый накид, второй накид, третий накид. Перехожу на второй пышный столбик, первый накид придерживаю, вытаскиваю петелечку, делаю второй накид, третий накид, придерживаю край рабочей нити, захватываю рабочую нить и пропускаю через все петелечки на крючке. Далее соединяю все вместе. Вот здесь вот эту вот петелечку мы можем понемножку стягивать, совсем чуть-чуть, чтобы влезли все петелечки. В конце все хорошо стянем. Провязала я 1, 2, 3, 4 пары пышных столбиков с общей вершиной. Осталось провязать еще 3 пары пышных столбиков с общей вершиной. Так же само. Итак, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 парных пышных столбиков с общей вершиной. Теперь соединю вот с 8-й, половинка вот в начале ряда, и сейчас соединю вторую половинку. 1 пышный столбик. Провязываю здесь воздушную петлю, провязываю, вытягиваю петелечку, первый накид,
вытаскиваю, второй накид, вытаскиваю и третий накид, вытаскиваю. Теперь пропускать буду крючок вот вершина пышного столбика, вот в эту вот петелечку или дырочку, вот сюда. Сюда пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу. Нужно вот эту петелечку пропустить через все петелечки на крючке. Вот так. Провязываю одну воздушную петлю. Так, вытягиваю петелечку, где вот этот край рабочей нити, стягиваю хорошенечко. Вот такой первый ряд. Не бойтесь, если вы провязываете первый ряд, у вас может быть слишком вытянутый, слишком затянутый, распустите, попытайтесь провязать его еще раз, у вас все получится. Приступаю к вязанию второго круга. Во втором кругу буду добавлять 3 пышных столбика с общей вершиной, чередуя 2 пышных столбика с общей вершиной, так через одну петелечку. Во втором ряду нам здесь же понадобятся и все маркеры. Должно получиться 8, как говорится, троек и 8 двоек. Начну с одного пышного столбика с общей вершиной, который в конце ряда соединится и получится 2 пышных столбика с общей вершиной. Вытягиваю петелечку до нужной длины, делаю первый накид, пропускаю крючок в то место, где соединяла. Вытягиваю первую петелечку, второй накид, второе вытаскивание и третий накид. Придерживаю край рабочей нити. Третий вам мой совет. Я когда придерживаю пальцем край рабочей нити, я немножко палец просовываю вперед, тогда захватываю рабочую нить, и у меня вот палец вот как бы насквозь туда прошел. Пропускаю крючок, вот так вот, придерживая пальцем. Теперь отпускаю и соединяю все вместе. Тогда вам проще удержать петелечку. Первый пышный столбик провязала, провязываю дальше 3 пышных столбика с общей вершиной. Так же самое, как я провязывала и снуд, 3 пышных столбика с общей вершиной. Первый пышный столбик возле крючка, второй вот здесь на углу, третий в следующей петелечке. 1, 2, 3. 3 пышных столбика и будет общая вершина. Провязываю воздушную петлю, вытягиваю петелечку до нужной длины, провязываю первый накид, второй, третий. Далее делаю накид, придерживаю, провязываю второй пышный столбик, пропускаю крючок вот этот вот уголок, вытягиваю, второй накид и третий накид. Делаю накид, перехожу на третий пышный столбик в следующей петелечке, вот в эту следующую дырочку. 1, 2, 3. Так же самое придерживаю край рабочей нити. Возможно, вам будет удобно придерживать средним пальцем, вот так вот. Тогда вы делаете накид и вытаскиваете петелечку. Мне удобно большим пальцем придерживать. Делаю накид. Носик крючка у меня должен быть внизу, чтобы можно было пропустить через все петелечки на крючке. Здесь их немало, 3 пышных столбика. Чтобы все хорошо вышло, нужно вот этот вот носик крючка опустить вниз. И вытаскиваю. Пропускаю крючок, захватываю, вывожу рабочую нить, провязываю все вместе. 3 пышных столбика с общей вершиной готовы. Дальше буду провязывать прибавку. 2 пышных столбика с общей вершиной. Первый пышный столбик возле крючка, второй вот в этом месте, в уголочке.
Провязываю воздушную петлю, вытягиваю петелечку, первый накид, второй накид, третий накид. Делаю накид, провязываю второй пышный столбик вот в этом, вот в уголочке. Вытягиваю петелечку, второй накид, третий накид. Придерживаю край рабочей нити, захватываю нить, пропускаю через все петелечки на крючке. Провязываю все вместе, соединяя. Идет чередование: 3 пышных столбика, 2 пышных столбика. Далее провяжу 3 пышных столбика. Первый пышный столбик это будет половинка, 2 пышных столбика с общей вершиной, то есть половинка прибавки. Оставляю маркер. Второй это 3 пышных столбика, здесь маркер не оставляю. Далее нужно будет оставить маркер вот в этом углу, где 2 пышных столбика. Можно в принципе оставить и сейчас. Но маркер сам может немножко мешать при вязании, поэтому его можно поставить уже после того, как я провяжу сейчас 3 пышных столбика с общей вершиной. Мне он не мешает. Смотрите, как вам будет удобно. Провязываю воздушную петлю. Немножко вот так петелечку стягиваю. Вытаскиваю петелечку. Первый накид. Сюда пропускаю крючок. Второй накид. Третий накид. Делаю накид, пропускаю крючок в уголочек вот этот, привязывая второй пышный столбик, вытаскиваю петелечку, второй накид, третий накид. Так, делаю накид и перехожу на третий пышный столбик в следующую вот эту дырочку. 1, 2, 3. Придерживаю край рабочей нити, захватываю рабочую нить, пропускаю через все петелечки на крючке. Соединяю все вместе. 3 пышных столбика с общей вершиной готовы. 1 воздушная петля. Теперь провязываю 2 пышных столбика с общей вершиной. Вытягиваю петелечку, провязываю 1, 2, 3. Делаю накид, перехожу на второй пышный столбик. 1, 2, 3. Прихватываю край рабочей нити и провязываю все вместе. 2 пышных столбика провязала. Далее провязываю 3 пышных столбика, 1 воздушная петля, вытягиваю петелечку, 1, 2, 3. Делаю накид, второй, перехожу на второй пышный столбик, вот в это место, в уголочек, 1, 2, 3. Перехожу на третий пышный столбик, в следующую петелечку, 1, 2 и третий, 3. Придерживаю край рабочей нити, захватываю рабочую нить и пропускаю через все петелечки на крючке. 3 пышных столбика с общей вершиной готовы. 1 воздушная петля. Вот в это место, где провязывала 2 пышных столбика, оставляю отметочку маркера. Так мы знаем, сколько прибавок сделали в кругу. Полных прибавок здесь 2, а вот это первая половинка прибавки. Также само провязываю далее прибавку 2 пышных столбика с общей вершиной. Далее 3 пышных столбика с общей вершиной. И так провязываю до конца
круга. Довязываю я второй ряд. В конце ряда нужно будет провязать 3 пышных столбика с общей вершиной. Первый пышный столбик вот возле крючка, второй в уголочку и третий вот в то место, где соединяла я первый круг и переходила и провязывала первый пышный столбик. Вот эту вот сердцевинку. Здесь уже воздушная петля, так что вытягиваю петелечку. Первый накид, второй накид, третий накид. Перехожу на второй пышный столбик. Первый накид, второй накид, третий накид. Перехожу на третий пышный столбик в сердцевину. Сюда пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу второй накид, третий накид. 3 пышных столбика готовы. Теперь провязываю общую вершину, придерживаю край рабочей нити, захватываю ее, пропускаю через все петелечки на крючке, пропускаю крючок вот в эту петелечку, захватываю рабочую нить, вывожу и провязываю как столбик без накида, соединяю все вместе. 3 пышных столбика с общей вершиной провязала. Теперь провязываю последний элемент, один пышный столбик, соединив его с пышным столбиком в начале ряда. Воздушная петля, вытягиваю петелечку, первый накид, второй и третий. Маркер можно убирать. Пропускаю крючок в то место, где был маркер, или вот на вершину пышного столбика, вот эту вот дырочку, петелечку. Соединяю все вместе. Провязываю воздушную петлю. Закончила вязать второй ряд. Во втором ряду у вас должно получиться 16 горизонтальных пышных столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Перехожу к вязанию третьего ряда. Вытягиваю петелечку до нужной длины. Делаю первый накид. Крючок пропускаю в то место, где соединяла пышные столбики. Также вытаскиваю петелечку. 1, 2, 3. Придерживаю край рабочей нити, захватываю ее, пропускаю через все петелечки на крючке. Пропускаю крючок в петелечку, вывожу рабочую нить, провязываю как столбик без накида. Я провязала 2 ряда. Получилось у меня 13,5 сантиметров. Значит, следующий ряд в прибавке будет последний. А в последнем ряду я буду делать прибавку в 2 раза меньше. Здесь я делала прибавку в 8 местах, а третий ряд сделаю прибавку в 4 местах. А здесь нарисованы звездочки поменьше. И мне надо, например, ширину, ну вот здесь, как здесь, 13,5 сантиметров, да? Я провязываю 1, 2, 3 ряда, а это 10 сантиметров. Значит, я приблизительно знаю, что следующий ряд у меня будет последний в прибавлении. Тогда следующий ряд вы делаете прибавку в 3 или в 4 местах. У меня здесь 16 горизонтальных пышных столбика. 16 я разделю на 4, и получается через каждые 4 пышных столбика я буду делать прибавку. Первый пышный столбик на переход третьего ряда я связала. Теперь буду провязывать 3 пышных столбика с общей вершиной. И их нужно будет провязать 4 штуки. Далее прибавка. Провязываю первую тройку, воздушная петля, вытягиваю петелечку, первый накид, второй накид,
третий накид. Перехожу на второй пышный столбик, накид, 1, 2, 3. Перехожу на третий пышный столбик, накид, 1, 2, 3. Придерживаю край рабочей нити, захватываю и пропускаю через все петелечки на крючке, провязывая, соединяя все вместе. 3 пышных столбика с общей вершиной готовы. Первая троечка. Провязываю вторую троечку, воздушная петля, вытягиваю петелечку, накид, 1, 2, 3. Провязываю накид, перехожу на второй пышный столбик, 1, 2, 3. Делаю накид, перехожу на третий пышный столбик, 1, 2, 3. Придерживаю край пряжи, пропускаю, соединяю все вместе. Воздушная петля. Вторая троечка готова. Один, 2, 3. Накид. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Придерживаю. 3 троечки готовы. Нужно провязать еще одну троечку. 3 пышных столбика с общей вершиной. Теперь провязываю одну прибавку, 2 пышных столбика с общей вершиной. Прибавочку провязала, провязываю воздушную петлю. Я в этом месте сделаю отметочку, что я провязала первую прибавочку. Первую прибавочку провязала, нужно будет сделать таких еще 3 через каждые 4 троечки. Четвертую троечку буду провязывать на вершине, в уголочку и в то место, где соединяла второй ряд, вот эту вот серединку. Третий в серединку. Теперь провязываю четвертую прибавку. Вот здесь 1, 2, 3. Первый пышный столбик, когда переходили на третий ряд, это половинка прибавочки. Сейчас провяжу вторую половинку, 1 пышный столбик и соединю три пышных столбика. Теперь пропускаю крючок на вершину первого пышного столбика в начале ряда, вот в эту дырочку, захватываю петелечку, вывожу и пропускаю через все петелечки на крючке.
Провязываю соединительный столбик. 4-я прибавочка готова. 3-й круг провязала. Теперь нужно будет измерить почти 18 сантиметров. Все как раз подходит. Следующие ряды я прибавки делать не буду. Буду провязывать по кругу 3 пышных столбика с общей вершиной, провязывая так до нужной нам длины. В начале ряда обязательно провязываем 1 пышный столбик. Провязываю в то место, где соединяла. 1, 2, 3. Провязываю первый пышный столбик. Теперь в кругу получилось 20 горизонтальных пышных столбиков. Провязываю дальше без прибавок 3 пышных столбика с общей вершиной. Воздушная петля. Вытягиваю петелечку, накид. Все как обычно провязываю. Так и провязываю далее по кругу. 3 пышных столбика с общей вершиной. Довязываю 4-й ряд. В начале 1 пышный столбик. Нам нужно будет провязать еще 2 пышных столбика и соединить с вершиной первого пышного столбика. Здесь уже воздушная петля. Вытянула петелечку и провязываю 1, 2, 3. Провязываю второй пышный столбик. 1, 2, 3. Теперь соединяю, пропускаю крючок в петелечку, захватываю рабочую нить, вывожу, пропускаю через все петелечки на крючке и провязываю полустолбик или соединительный столбик. Провязала 4-й круг. Уже видно, что шапочка начинает округляться. Далее я буду провязывать также. В этом кругу также 20 горизонтальных пышных столбиков. Их так и должно быть. С 4 по 13 включительный провязываю по кругу без прибавок. Нужно будет провязать 10 кругов. Я провязала 10 кругов по кругу без прибавок с 4 по 13 круг включительного. Я шапку примерила. Она мне подходит по всем параметрам. Так само и вы примеряйте шапку, если вам нужно будет, если вы считаете, что вам нужно будет добавить еще ряд или 2, или же наоборот убавить последний ряд, вы примеряете шапочку под себя. Я провязала 10 рядов по кругу, 31 сантиметров. На этом этапе я буду заканчивать вязать. Где соединяла ряд, в это место пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, провязываю соединительный столбик еще раз, хорошенечко стягиваю, воздушная петля и нить отрезаю. Вот такая шапочка получилась, такими большими звездочками. Шапка готова. На этом все. Если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. До скорой встречи и пока-пока!